Октябрь выдался на редкость дождливым. Тучи, словно тяжелые мешки с водой, висели над городом, иногда разражаясь проливным дождем. Улицы блестели от сырости, стеклянные фасады зданий отражали серость неба. В центре города возвышался бизнес-центр «Меркурий», 20-этажное здание из стекла и хрома, олицетворение успеха и престижа. Его фасад переливался отражениями редких солнечных лучей, но чаще был тусклым, под стать пасмурной погоде. На 15-м этаже находился офис компании Morgan & Phillips, просторное помещение в стиле модерн с открытой планировкой. Здесь все дышало холодной современностью: стеклянные перегородки, хромированные детали, дорогая дизайнерская мебель. В каждом уголке чувствовался минимализм и строгость. Большие окна пропускали дневной свет, который разливался по белоснежным стенам, делая их почти стерильными. Анна появлялась в офисе раньше всех, когда город только начинал просыпаться. Она приходила к 6 утра, когда в коридорах еще стояла тишина, нарушаемая лишь ее тихими шагами. Ее потертый серый халат сливался с нейтральными тонами офиса, делая ее почти незаметной. На голове всегда был строгий пучок, волосы убраны так, чтобы ничего не мешало работе. Лицо, без макияжа, казалось бледным и невзрачным. Движения ее были быстрыми и точными, каждая минута имела значение. У нее был устоявшийся распорядок. Сначала она убирала в конференц-залах, расставляла стулья, протирала столы, на которых иногда находились забытые документы. Затем она перемещалась в рабочую зону, где тщательно вытирала пыль с дорогих столов. Компьютеры, клавиатуры, мониторы — все проходило через ее руки. Но никто не обращал на это внимания. Как-то утром, когда первые сотрудники начали приходить на работу, в коридоре раздался возмущенный крик Марины Сергеевны, начальницы отдела продаж. «Господи, опять эта швабра посреди коридора! Анна, ты что, совсем?» Марина была эффектной женщиной, с идеальной укладкой, в строгом брендовом костюме кремового цвета. Ее каблуки издавали звонкий стук по полу, а голос был резким и властным. Анна молча убрала швабру, опустив глаза. Слова начальницы резали, но она привыкла. Это был ее обычный день. Позже, проходя мимо кофе-поинта, Анна услышала, как Марина обсуждает ее с коллегой из бухгалтерии. «Ну ты видела эту уборщицу? Все время путается под ногами. И этот халат. Почему руководство не может нанять нормальный персонал?» Фыркнула Марина, перемешивая сахар в чашке. Анна не подала виду, что слышит их разговор, но слова запомнила. Она привыкла, что ее обсуждают. В другое утро к Анне подошла Светлана Петровна, главный бухгалтер, женщина лет 50, всегда одетая в серый костюм, с аккуратной стрижкой и тонкой оправой очков. Ее лицо было напряженным, особенно в дни сдачи отчетности. «Анна, вы когда последний раз пыль вытирали?» «У меня аллергия уже начинается», — с раздражением проговорила она, оглядывая стол. «Сегодня утром, Светлана Петровна». «Но я еще раз протру», — спокойно ответила Анна, пряча раздражение за нейтральным тоном. Анна была молчаливым наблюдателем. Она видела, как офис жил своей жизнью. Молодой программист Дима, талантливый и слегка рассеянный, всегда появлялся с растрепанными волосами и в мятой рубашке. Его глаза горели, когда он рассказывал о новых идеях, но редко кто слушал его по-настоящему. Павел, менеджер проектов, всегда с безупречной прической и дорогим костюмом, мастерски присваивал чужие идеи. После каждого утреннего совещания Анна видела, как Павел спешил к директору с новыми предложениями, которые на самом деле были разработками Димы. В обеденный перерыв Анна протирала столы в опустевшем офисе. Она слышала обрывки разговоров. Молодые менеджеры, Катя и Света, часто обсуждали ее. «Ты видела, в чем она ходит? Эти туфли — просто кошмар», — говорила Света, низенькая девушка с густыми черными волосами. «Да ладно тебе», — усмехалась Катя, — «она же уборщица. Что с нее взять?» Анна делала вид, что ничего не слышит. Она давно привыкла к тому, что ее обсуждают. Люди не замечали, как острым был ее взгляд, как она замечала все, от забытых документов до мелких деталей их разговоров.
В ноябре, когда ветер уже швырял в окна мокрый снег, Анна заметила странное поведение Олега из финансового отдела. Он часто уходил с работы позже всех, забирая с собой какие-то бумаги. Анна следила за ним и заметила, как он подделывает счета. Она записала это в свой потертый блокнот. Записи в нем становились все длиннее. Светлана Петровна – несоответствие в отчетности. Павел Сергеевич – присвоение идей. Ирина – копирование конфиденциальных документов. Анна методично собирала информацию, тщательно фиксируя все нарушения. Декабрь укутал город снежным одеялом. В офисе появился новогодний декор – гирлянды, елка, огоньки. Сотрудники были в праздничном настроении, готовились к корпоративу. Анна продолжала свою работу, незаметно наблюдая. Готовясь к корпоративу, сотрудники обсуждали наряды и подарки. Никто не заметил, как изменился взгляд уборщицы. Из покорного он стал острым и внимательным. Ресторан «Монако» сиял праздничными огнями. Хрустальные люстры отражались в начищенном паркете, официанты в белоснежных перчатках разносили шампанское. Сотрудники, нарядные и веселые, даже не заметили, как в зал вошла высокая женщина в элегантном черном платье от Шанель. Это была Анна. Ее лицо было подчеркнуто безупречным макияжем, а уверенная осанка выдавала в ней человека, который знает себе цену. Когда она вышла к микрофону, тишина заполнила зал. Добрый вечер, коллеги. Позвольте представиться заново. Анна Морган, основной акционер Morgan & Phillips и владелица здания. Последние полгода я проводила детальное исследование корпоративной культуры нашей компании. И теперь настало время перемен. Она достала свой потрепанный блокнот. Итак, начнем с кадровых решений. Павел Сергеевич, вы уволены за присвоение чужих идей. Дмитрий, поздравляю с повышением до руководителя проектного отдела. Светлана Петровна, служба безопасности хотела бы побеседовать с вами о некоторых несоответствиях в отчетности. Ирина, завтра в 10 утра жду вас в кабинете директора для объяснений насчет конфиденциальных документов. Тишина в зале стала абсолютной. Все замерли, не веря своим ушам. Анна оглядела аудиторию, ее взгляд был твердым. Теперь мы начнем строить компанию, где ценится честность и профессионализм, добавила она, улыбнувшись. Всем спасибо, вечер продолжайте. В зале раздался звук разбившегося бокала. Это Марина Сергеевна, пораженная услышанным, уронила свой бокал шампанского. Анна лишь на мгновение задержала на ней взгляд, после чего спокойно направилась к выходу. Теперь ее никто не мог назвать незаметной.